Немного про зеленые пространства, про тренды в архитектуре и дизайне и про то, как природа приходит в офисные пространства. Различные новые направления обозначал этот год в теме ландшафта и архитектуры. И вот в этом моменте они, скорее всего, пересекаются таким образом. По-любому нужно больше зелени человеку, который трудится с утра до вечера, не отрываясь от компьютера. И чем больше работодатель принесет комфорта для человека, который трудится на его производстве, то тем больше он может ожидать возврата инвестиций в виде результата труда этого человека. Так что это все прям очень-очень сильно оправдано. Зелень в офисах и производственных помещениях — это в первую очередь снятие стресса, снятие напряжения, снятие вот этого эффекта пластикового мира. То, что природа может дать человеку. То, зачем мы ездим в уикенд на дачу в лес, немножко отдохнуть от этого города. Если эта тема используется в пространстве, рабочем каком-то офисном пространстве, то почему бы ей не нести тоже свою функцию, помимо очевидной? Модная штука этого года, 2020 года, хотя в нем такая проблема офисов снялась очень быстро и резко. Зонирование. Зонирование пространством модулями. Простыми озелененными модулями, которые как коробка, как кейс, как бокс ставятся на стол и могут быть изменены в положении своем очень быстро и очень просто. Это все про тему модульных пространств, как, например, составляется индивидуальное пространство при существующей планировке. Мы просто делаем как бы перестановку без глобальной истории. Там сноса стен и переделки всего пространства нет. Пространство строится из небольших модулей, которые можно переставить, передвинуть, переформатировать пространство под новые задачи, под новые потребности сотрудников. И такие кейсы на столах, которые озеленены и представляют собой фактически идею вот этой вот зеленой стены. Это прекрасное решение. Его можно повернуть, переставить, зонировать все эти столики по-другому, поставить его совершенно в другое место, выстроить их несколько в ряд, выстроить их несколько параллельно друг другу, создав различные эффекты интерьера. И согласитесь, было бы приятно, если бы, например, ваш рабочий стол, он утопал в зелени. Как это еще? Каким образом можно добиться? Вот можно таким добиться. И, может быть, вы уже видите не лицо такого дорогого соседа, коллеги по работе, а прекрасные цветы или прекрасную зелень. Это же здорово. И эмоциональный подъем, и расслабление, и хороший чистый воздух. И позитивное умиротворенное состояние при некотором таком даже стрессе рабочем. Все вот эти вот модули, они помогают жить, работать, наслаждаться жизнью. И в производстве и обслуживании они не дороже, чем какие-нибудь обычные горшки для цветов, которые ставят на подоконник. Просто определенным образом сформированная структура, несущая помимо эстетической функции и функции очищения воздуха еще вот такую вот идею зонирования помещения. И что интересно в этой идее, это ее модульность, это ее вариативность. Вы можете поставить эти кейсы, боксы на столы так, как вам удобно. Например, утром, и уже переставить их вечером, или сформировать небольшую рабочую зону, или наоборот, зону релакса, просто переставляя эти кейсы. Это само по себе уже создает такую микроархитектуру на столах. И можно думать о дизайне интерьера как о такой достаточно гибкой и интересной, динамичной, изменяющейся структуре. Это не то, во что вы приехали и живете с этим очень долгое время. Нет, это то, что вы можете переставить по настроению и по вашей задаче. Изменить. Нет проблемы. Если эти модули будут достаточной высоты, и густоты и насыщенности вот этой вот зеленой истории, то я думаю, что, может быть, у человека, который сидит и очень долго наблюдает всю эту ситуацию рабочую, перед лицом может быть не надоевшие лица коллег, не
вот это вот пластиковое пространство офиса, ну, в зависимости от того, как там сделан интерьер, а естественная красивая зеленая стена. Пусть небольшая, но рядом и своя. Также становится интересным супер вариативным решение интерьера по высотам, по ритму, по зеленым пятнам, не говоря уж о мгновенной изменяемости ситуации. Но когда я думаю об этой идее, я так и представляю, что можно быть в таком небольшом зеленом уголке, где ты или работаешь, или кушаешь, или занимаешься еще чем-нибудь, ну, наверное, рабочим, полезным, а вокруг тебя и над тобой немножко травы, немножко листьев, немножко веток и немножко цветов. И это очень симпатично выглядит. Продолжение этой идеи и истории — это увеличение вот этого вот модуля и вынесение его со стола в пространство на полу. Точно такими же принципиально могут быть и передвижные экраны, которые больше по размеру, и это как будто бы стены, небольшие стены, но по сути всего это такие вот контейнерные элементы. Контейнерные элементы с зеленью на колесиках. И у них остаются и увеличиваются те преимущества, которые позволяют создавать из интерьера модульную структуру. То есть тут уже не в рамках такой небольшой истории на столе, а в рамках формирования целых небольших зон в пространстве квартиры или офиса, или какого-нибудь любого помещения, будь то торговый центр или ресторан или все что угодно. Идея мгновенной перепланировки под существующие, возникающие необходимые задачи. И это все вот такая структура, которая легко передвигается, потому что она на колесиках. Вам нужно сформировать какую-то зону под какую-то задачу, вы очень-очень быстро делаете это. Если вы хотите встретиться с коллегами или с клиентом в такой очень приватной, очень зеленой обстановке, вы выносите несколько этих модулей, окружаете им какой-то угол или пространство, ставите туда два кресла и непринужденно общаетесь, как будто бы вы на природе. Это же невероятно и прекрасно. Да, до вас будет доноситься какой-то шум, но если это не супер приватная беседа, я думаю, что это очень интересное и хорошее решение для общения. Или же вам нужно мгновенно разделить помещение на два или несколько кусков. И если эти модули у вас достаточной высоты, то для вас совершенно не проблема сделать это. По собственному опыту знаю, как очень хорошо освежается пространство, когда делается какая-либо перестановка. Это очень помогает дальше существовать в этом помещении, снимает напряжение. А если это делать часто, и под это сделаны специальные структуры, и они озелененные, то это же круто. И в сочетании модулей для настольных экранов это может быть супер вариативное осмысление интерьера. Интерьер предстает перед нами как некий такой конструктор, который можно прихотливо изменять буквально хоть несколько раз на дню. Представляете, насколько многофункциональным становится одно и то же помещение? И насколько более декоративным и удобным, комфортным для людей, которые в нем находятся, это становится это помещение. И эти зеленые зоны можно замыкать и компоновать, например, там, складочными, которые уже расположены в пространстве интерьера. Удивительным образом получается очень большое присутствие зеленой темы в пространстве интерьера и очень вариативное. Как будто бы новая парадигма осмысления. Как будто бы новый уровень комфорта на совершенно пустом месте. И что интересно, зеленые элементы в дизайне, они, например, сочетаются практически с любым интерьером, с любым решением, будь то супер навороченная классика или предельный лаконичный минимализм современного модерна. Решения с зеленью, они супер универсальны в отношении сочетания цветов. Цвета интерьера, материалы интерьера могут быть любые.
их все равно облагородит вот эта вот зеленая история. На практике я нечто подобное наблюдал в Москве, в Яндексе, когда там вел свой мастер-класс по рисованию, скетчингу пером и тушью. Там очень много зелененных пространств, там много зонированных плюс-минус таким же образом пространств. И это производит потрясающее, очень комфортное впечатление и очень позитивное. В этом пространстве остаешься и прям не хочется уходить. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и смотрите, там внизу в плейлистах много видеоуроков о том, как делать интерьерный скетчинг, ландшафтный скетчинг, рисование архитектуры и все такие и творческие моменты, и связанные с профессией, особенно с проектированием, особенно вот эти вот интересные штуки, где мозг начинает думать, и не только рука рисует, но и происходит такая синергия между головой и рукой в проектную тему. В общем, вот меня зовут Эдуард Кичугин. Всем чао-чао, пока.